Доброго здоровья вам, дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня, продолжая тему народной медицины, я хочу уделить внимание комнатным растениям как целителям. Естественно, народная медицина – это растительные, э, именно целительные растения. И сегодняшнюю рубрику «Комнатные растения целителей» я хочу начать с вот такого всем хорошо известного, прекрасного целителя на нашем подоконнике. Итак, ребятушки, я сейчас в свое время была приобретена вот такая брошюрочка, и сейчас я вам прочитаю о нашем алоэ и его лечебные свойства, противопоказания, но и рецепты. Я, конечно, знаю, что очень многие знают алоэ вера, но, как говорится, напоминание не помешает. Итак, поехали. Алоэ древовидное. Алоэ одно из чудесных ботанических так, алоэ одно из чудес ботанического царства. Оно известно как растение первой помощи, сжигающее растение, лечебное растение, а также чудотворное растение. По внешнему виду алоэ напоминает кактус, но в действительности принадлежит к семейству лилий. Ну, описание его вида и где оно растет мы пропустим. Алоэ обладает массой свойств, полезных для здоровья: противовоспалительным, желчегонным, антибактериальным, ранозаживляющим, противоожоговым. Оно усиливает секрецию пищеварительных желез, улучшает аппетит, нормализует пищеварение, повышает защитные функции организма и его иммунореактивные возможности, усиливает воспалительные процессы в поврежденных тканях. Широко используется алоэ в народной медицине, так как снимает воспаление при язвах и колитах, превосходно действует на желудок и печень, способствует увеличению количества эритроцитов, гемоглобина, частично лейкоцитов. Свежий сок этого растения убивает целый ряд микробов. Алоэ также принимают внутрь при гастритах и запорах. Алоэ назначается при анемиях, лучевых поражениях, при прогрессирующей близорукости, воспалении век, язвенной болезни желудка, бронхиальной астме, фарингитах, ларингитах, после дизентерии, а также как общеукрепляющее средство и иммуностимулятор. Однако здесь очень важна дозировка, поэтому перед его использованием необходимо проконсультироваться с врачом. В домашних условиях свежие листья алоэ широко применяются при лечении всевозможных кожных повреждений в виде язв, в том числе и трофических, ожогов, в том числе и солнечных, инфекционных гнойных ранах, экземы, дерматитов, кровоподтеков, ссадин, порезов и царапин. В этом случае листья алоэ накладываются на поврежденное место и бинтуются. Для лечения нарывов и фурункулов сок алоэ применяется наружно в виде орошений и примочек. Компрессы с соком алоэ при дерматите головы лучевого происхождения снимают боль, ускоряют восстановление тканей и рост волос.
При заболеваниях ротовой полости, ларингитах назначается полоскание соком алоэ. Трехкратное закапывание носа в ноздри приостанавливает развитие насморка. За его способность проникать глубоко в кожу, слизистую и в кровь алоэ называют транспортным средством. Более того, алоэ натуральный антибиотик. Он поддерживает баланс организма и увеличивает ферментную активность, является хорошим болеутоляющим средством, стимулирует иммунную систему. В наше время алоэ является одним из важнейших препаратов в лечении всех видов импотенции, так как эффективно восстанавливает циркуляцию крови в кавернозных телах и обладает не очень сильной, но устойчивой способностью повышать выработку мужских половых гормонов. А при таком деликатном заболевании, как эрозия шейки матки, тампоны, пропитанные свежим соком алоэ, способствуют быстрому выздоровлению пациента. Как правильно для лечебных целей используется, как правило, для лечебных целей используются толстые, хорошо развитые нижние и средние листья растения. При этом их не срезают, а аккуратно отделяют от ствола, чтобы не пропал сок. Но следует учитывать, что для полного эффекта перед тем, как срезать листья алоэ, растения нежелательно поливать в течение 2 недель. Раньше считалось, что лечебными свойствами обладают только листья тех 3-летних растений, которые достигли 3-летнего возраста. Сейчас учеными доказано, что даже молодые боковые побеги, детки, можно использовать в лечебных целях. Особенно полезен сок алоэ, полученный методом биогенного стимулирования. Метод заключается в том, что срезанные листья помещают в неблагоприятные условия в темноте при температуре 4-8 градусов, ну то бишь в холодильник положили. В этих условиях в листьях начинают угасать все жизненные процессы, тогда клетки растения собирают все свои силы, чтобы выжить. В них образуются особые вещества, биогенные стимуляторы, возбуждающие жизнедеятельность клеток. Сок из алоэ, полученный таким способом, содержит биостимулятор, который становится стимулятором и для клеток больного органа. Он усиливает обмен веществ в тканях, повышает сопротивляемость организма, способствует быстрому заживлению клеток. Алоэ в народной медицине. Средства при заболевании горла и гортани. Полощите горло соком, разбавленным пополам с водой, или принимайте свежевыжатый сок по 1 чайной ложке с молоком 3 раза в день. Пейте медленно, задерживая жидкость в гортани. Настой из алоэ и зверобоя при начинающемся гриппе. 1 столовую ложку измельченного алоэ, 3 столовые ложки цветов зверобоя, 1 столовая ложка эвкалипта, 2 столовые ложки цветов липы измельчите и залейте 200 граммами водки. Настаивайте 14 дней. Полученную настойку процедите и принимайте, добавив в 1 стакан теплой воды 10-20 капель. Тщательно размешайте до полного растворения и выпейте залпом. Принимайте 2-3 раза в день. При гриппе и кашле 1 столовая ложка алоэ, 1 чайная ложка травы чистотела, 1 столовая ложка листьев подорожника. Заварите кипятком, дайте настояться 10 минут, после чего процедите. Пейте настой в течение 1 часа маленькими глотками.
При воспалении легких листья алоэ промойте, измельчите и отожмите сок. 3/4 стакана сока смешайте с 250 граммами меда и 1,3 стакана кагора. Настаивайте 4-5 дней в темном месте при комнатной температуре. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Против рака желудка. 4-6 листьев алоэ выдерживайте в холодильнике несколько дней, не моложе 3 лет. В течение 8 часов пропарьте на водяной бане 4-5 листьев бегонии борщевиколистной, залив их 0,5 литра кипятка. Затем настой остудите, процедите и добавьте к выжатому соку из листьев алоэ 0,5 литров хорошего армянского коньяка. Выдержки не менее 15 лет. Принимайте такую настойку по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Ну, попробуйте найти. Слабительное средство из алоэ. При постоянных запорах можно применять смесь, приготовленную по следующей технологии. Взять 150 грамм сухих измельченных листьев алоэ, всыпать их в 300 грамм разогретого, но не доведенного до кипения меда, смесь остудить, настоять в течение суток, плотно укутав, вновь разогреть до 70 градусов, процедить и принимать по 1-2 чайные ложки утром натощак за час до еды. Ну, сложновато, конечно. Средство против полового бессилия. Возьмите в равных частях по весу сок алоэ, свежее сливочное масло, свиной или гусиный жир, пчелиный мед, порошок из плодов шиповника, смолотой в кофемолке. Смесь разогрейте на медленном огне, но не кипятите. Хорошо размешайте и плотно закройте крышкой. Охлажденную смесь выложите в стеклянную банку и храните в темном прохладном месте. Принимайте по 1 столовой ложке на стакан горячего молока 3 раза в день за 30 минут до еды. Средства при вегетососудистой дистонии. 1/2 столовой ложки высушенных цветов василька, 1 столовую ложку алоэ, 1 чайную ложку пустырника и пол-столовой ложки зверобоя заварите 3 стаканами крутого кипятка, настаивайте 10 минут, затем кастрюлю с травами поставьте на сильный огонь. Когда вода закипит, проварите в течение 20 минут на медленном огне. Охлажденный отвар процедите, принимайте по 1/3 стакана 1 раз в день через 30 минут после приема пищи. Курс лечения 10 дней. Затем 10 дней перерыва, а потом лечение нужно возобновить. Так повторите еще 2 раза. После проведенного курса лечения вы обязательно почувствуете улучшение. Средства для заживления ран и сужения сосудов. 1 столовая ложка алоэ, 2 чайные ложки травы чистотела, 2 чайные ложки коры калины. Измельчите, залейте кипятком и дайте настояться 30 минут. После этого настой процедите. Полученную кашицу нанесите на поврежденный участок на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой и наложите фиксирующую повязку. У нас уже 15 минут, а средств еще очень много. Значит, средства при эрозии шейки матки мы давали. Так. Средства для повышения сопротивляемости организма у детей. Для истощенных больных детей готовьте питательную смесь, которая содержит 100 грамм сока алоэ древовидного, 500 грамм грецких орехов, 300 грамм меда
и сок 3-4 лимонов. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Также это, я уверена, что подойдет и взрослым. Так, ну, по-любому я сниму еще одно видео, потому что средств еще очень много. Еще 3 странички у нас идет. Единственное, что я зачитаю сейчас, это противопоказания. Значит, употреблять внутрь препараты с алоэ можно не более чем 1 грамм в день. Иначе может возникнуть раздражение кишечника. Алоэ нельзя применять при кровотечениях любой этиологии, при заболеваниях печени и желчного пузыря, воспаления мочевого пузыря при беременности, особенно поздней, и при склонности к поносам. Применение препаратов алоэ вызывает прилив крови к органам малого таза. При употреблении сока алоэ в качестве слабительного при привычных запорах необходимо помнить, что повышенные дозы может э, наоборот угнетающе воздействовать на перистальтику и вызвать воспаление толстого кишечника. При передозировке препаратов алоэ могут появиться боли в сердце, почках, обострение геморроя, открыться внутреннее, в том числе маточное кровотечение. Вот такие вот противопоказания. Ну, а я, родные, с вами на этом прощаюсь. И опять же хочу напомнить, если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также пишем комментарии, задаем вопросы, если есть по народной медицине. Я с удовольствием найду информацию и помогу вам. Ну и также лайки, дизлайки. И обязательно не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Эта информация может быть кому-то очень полезна. Ну и естественно, то, что вы поделитесь с друзьями, поможет моему каналу в развитии. За это я вам буду особенно благодарна. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До нового видео. Ваша Ирина.